Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я хочу сделать общий расклад Таро для мужчин и для женщин, который посвящен судьбе. Это самый точный расклад, который откроет тайны вашей личной жизни, вашего будущего, вашего пути, по которому вы, возможно, пройдете в ближайшее будущее. Готовы ли вы узнать, что предначертано судьбой? Давайте погрузимся в магию карт и узнаем ответы на самые волнующие вопросы. Работать мы сегодня будем из потока, и я, Алехандро, свечу зажигаю. Общий расклад на судьбу начинаю. Свече гореть, правде быть. Аминь. Давайте погрузимся в гадание на картах Таро онлайн. Я поставлю для себя некие маркеры по времени, чтобы ориентироваться, сколько времени мы находимся с вами в потоковом чтении. Все вопросы, которые я сегодня буду смотреть для вас, будут просматриваться из потока. То есть первый вопрос, который я хочу посмотреть для вас, давайте спросим у высших сил. Вот как раз видите, свеча пошла активно гореть. Давайте ее вот так вот, да. Какие главные влияния формируют вашу судьбу в данный момент? Вот что больше всего влияет на вашу судьбу сегодня, сейчас? И я еще хотел добавить, что я вас прошу смотреть на арканы, на картинку аркана. Я взял специальную сегодня такую колоду, которая, включает некие фамильяры, да, присущие каждому человеку. Итак, еще раз. Каково главное влияние, или что больше всего влияет на вашу судьбу, на вашу жизнь прямо сейчас? На вашу судьбу, естественно, все о судьбе. Вы знаете, самое главное влияние – это движение. Причем вы должны взять ответственность за это движение. Поэтому что больше влияет? Больше всего влияет на вашу судьбу прямо сейчас, в эту минуту. Ваше ответственное решение двигаться дальше. Поездка, переезд, изменение способа жизни. Вообще на вашу судьбу влияет слоган или девиз «Движение – это жизнь». И без движения, жить вам будет очень тяжело. Убегайте, уезжайте, но что-то меняете в своей судьбе. И может быть, побег, переезд тоже влияет на вашу судьбу прямо сейчас. Поэтому давайте так скажем, самое главное влияние на вашу жизнь – это то, что вы отвечаете за каждое свое движение и за каждый свой поступок. То есть, по сути, больше всего влияет ваши решения и ваша ответственность. Поэтому, если вы хотите переложить ответственность за формирование вашей судьбы с кого-то, точнее, себя на кого-то, то вам это делать нельзя. То есть вы полностью властелин своей вселенной. Напишите, пожалуйста, ощущения от этой карты, как вам этот... Я не знаю, это какая-то интересная птица. Напишите, как эта птица называется, да? Не буду ее называть, вы сами ее назовете. Окей. И, возможно, мне почему-то, знаете, как информация, это еще информация, это же почтальон какой-то, да, какой-то вестник. Какая-то информация действительно на вас влияет. Но эта информация, которую вы получаете, она зависит именно от вас. Окей. Интересный такой первый аркан, да, и первый вопрос, который приходит из потока. Второй вопрос. Давайте так еще спросим, а что из прошлого? Вот я смотрю на эту стаю птиц, да, и как будто бы оно в прошлом. Вот что из прошлого или какие события из прошлого продолжают оказывать влияние на вашу судьбу, вот несмотря на то, что это уже
прошло. Может быть, давайте спросим, что из прошлого догоняет вас. Смотрите, видите, вот каждый вопрос у нас сегодня будет выплывать как бы из предыдущего вопроса, из предыдущего аркана, да, из прошлого вашей жизни. Что из прошлого продолжает оказывать влияние на вашу судьбу? Что из прошлого продолжает оказывать влияние на вашу судьбу? Ну, обучение и стремление к некому совершенству. Ну, да, я могу сказать, что это может быть и треугольник. Это может быть треугольник, но это какая-то школа. То есть то, что было связано с вашим обучением, самосовершенствованием. Вообще тройка пентаклей — это всегда коллективная какая-то работа. И, ну, я вам так скажу, прошлые отношения на работе, в школе, там, где вы учились, и там, где вы развивались и самосовершенствовались. Вообще, что больше всего, какие события, это те события, где вы чему-то учились, обучались, и оно оттачивало вас как личность и ваше мастерство. Как человека, который стремится учиться, да, вот, стремится развиваться. Поэтому, давайте так, вас догоняет прошлый опыт и, возможно, что-то, то, что вы начали делать и не довели до конца. Это раз. И на вашу судьбу очень плотно влияет коллектив и те трое члены коллектива, да, которые были с вами, с которыми вы работали. Вот таким вот образом. Но больше всего это ваше желание учиться и развиваться. Это больше всего. А во вторую очередь это уже этот там, барсук, вот этот вот павлин и вот этот, бог его знает, кто он такой, там какой-то пес, да, котопес какой-то. Кого вы тут видите, можете написать. Может быть, вы узнали какого-нибудь там Генри, здесь узнали какого-нибудь там Олафа какого-нибудь, а тут какого-то Шольца, да, например, да, или Шульца. Ну, неважно, это я так утрирую и немножко юморю. Давайте, друзья, теперь такие интересные вопросы как-то идут, да, с потока, но давайте спросим. Вот у меня такое ощущение, что вот этот вот персонаж, да, как мы его назвали, Генри, да, вот этот Генри кидает вам какой-то вызов, да, и я хочу спросить, какие вызовы в настоящий момент вам нужно преодолеть, чтобы двигаться вперед. Вот мне кажется, что в этой карте вы вот здесь с вот этой тазиком на голове, да, вам тяжело, вам сейчас нелегко идти вперед. Какие вызовы вам нужно преодолеть сейчас, чтобы двигаться вперед, чтобы идти вперед? Вызовы сейчас. Ого, нифига себе. Паш мечей. Ну, здесь военный. То есть это вызов войны, армии. То есть вы преодолеваете период какой-то военный, да, тревоги. Вам нужно преодолеть все свои тревоги. Подозрительность или паранойю. Ну или тревоги и паранойю, вызванную войной, армией, полицией, ну и властью, которая может вас преследовать или поставить вас в строй, или начать вас как-то напрягать или преследовать. Поэтому вот такие вот вызовы. Ну, по сути, это полицейский, жандарм, да, то есть это полиция, закон, война, армия и тревожные состояния, в том числе и параноидальные, да, где вас преследует какая-то мысль постоянная, она вас тревожит. Ну, окей. Ну, немножко в тренде, да, у нас карты выпадают такие, да. Идет, к сожалению, такая ситуация в мире, да. Ну и не только в мире. Окей, давайте следующий вопрос. Ну, такое ощущение, что вот так напряжены сейчас, да, может быть. Напишите, вы напряжены или расслаблены. Вы соответствуете этому гусю, который поставлен в строй.
Давайте спросим, а что скрыто вот в этих палатках, да? Что скрыто в лагере вашего страха, да? Вот что скрыто за вашими страхами, сомнениями по поводу будущего? Я вот почему этот вопрос задал? Потому что я смотрю, что вы в будущее как-то смотрите через прошлое. Ну да, у вас опыт богатый, и вы за многое отвечаете в своем прошлом. И тут очень много мечей. Кстати, у вас ваше прошлое и ваша судьба сейчас, она зависит от мечей, от мыслей, от движения, от ответственности, от шестерки мечей. Давайте посмотрим, что скрыто за вашими страхами и сомнениями по поводу будущего. Вот так. Что скрыто за вашими страхами и сомнениями по поводу будущего? Что скрыто за вашими страхами и сомнениями по поводу будущего? Вот так. Это как бы такой глубинный, да, вопрос. Но здесь отношения. И причем отношения любовного характера, романтические отношения. Двойка кубков – это любовь. Да, на ваше состояние текущее, на здесь и сейчас может оказывать на вашу тревожность по поводу там войны, условно говоря, в мире или войны в вашей ситуации, конфликта в вашей ситуации. То есть неуверенность как минимум в отношениях, что будет в будущем, то есть вас терзают смутные сомнения, найдете ли вы ту самую киску или кошечку или того самого котика в розовом цилиндре. Вот напишите, у вас это в тему или не в тему эта карта, волнует вас отношения или нет, это очень важно. Ну, романтика, то есть по большому счету, что бы ни происходило вокруг вас, вы тревожитесь по поводу личной жизни, про отношения, вот так вот. Ну окей. Ну так тоже бывает, почему нет? Почему отношения не могут быть мотивом будущего и почему вы их не можете бояться? Можете, а почему нет? Что скрыто за вашими страхами по поводу будущего? Это отношения, это понятно. А вот давайте теперь посмотрим, какое из ваших решений, вот, решение здесь может быть, да и здесь может быть решение. Какое из ваших решений повлияло на текущий поворот событий в жизни? Какое из ваших решений повлияло на текущий поворот вашей жизни? Вот на то, что происходит сейчас. Окей? Какое из ваших решений повлияло? Вы решили, значит, смотрите, девятка монет, сейчас вот пробьют часы, как раз, видите, четко, да, вы решили поднять цену и поднять ставки. То есть вы решили, может быть, не только поднять ставки, но и идти ва-банк, идти до конца и получить максимум. То есть, смотрите, на текущий поворот в вашей судьбе играет напрямую решение повысить ставки и получить побольше. Ну, это не жадность карта, это роскошь. То есть стремление, в принципе, к богатству и к роскоши. Как у вас это резонирует? Ну и где-то, может быть, это стремление к совершенству. Может быть. Но это уже вдалеке. Совершенство больше это богатство и роскошь. Ну, как минимум, красиво жить не запретишь. И это решение повлияло на текущую ситуацию, да? Ну, подсознательно все мы хотим лучшего чего-то, да? И как и в отношениях, так и вообще в жизни, да? Окей. Еще раз, вот то, что повлияло на вашу жизнь. Ну, здесь какая-то поющая баллонка, что ли, рыжего цвета. Бывает. Окей. Давайте следующий вопрос, который я бы мог спросить сейчас. Вот то, что мне приходит. Какие возможности вы упускаете прямо сейчас? Давайте спросим. Вот какие возможности, смотрите,
Здесь есть какая-то роскошь, да, а в роскоши есть возможность. Какие возможности вы упускаете прямо сейчас? В принципе, у меня такое ощущение, что начать жизнь с чистого листа. А вы поставьте на паузу, подумайте хорошо, что вы видите в этом чистом листе. И можете написать свой перечень в комментариях. Я вам обязательно поставлю пальчик вверх. Чистый лист. Может быть, упускаете возможность не только начать жизнь с чистого листа, но и избавиться от всего ненужного, очиститься от всего ненужного, освободиться от всего ненужного, от лишнего, от лишнего. Окей, хорошо. Давайте теперь спросим, вот уже вот у нас есть первые такие 1, 2, 3, 4, 5, 6 вопросов, которые мы так вот из потока высмыкнули, да. Давайте теперь спросим, какая сфера вашей жизни требует наибольше вам наибольшего внимания, да, вот так вот, на что больше всего обратить внимание? И для гармонии и баланса, какая сфера вашей личной жизни, вот так, требует наибольшего внимания для гармонии, баланса, чтобы вы, допустим, вот не беспокоились. Окей? Ну вот какая сфера вашей жизни? Творческая, естественно. Это сила, а сила это творчество. Это спорт, кстати, физическое здоровье. Давайте скажу так. Ваше здоровье, сексуальность, физическое здоровье и либидо. Вот здесь всегда прячется у нас либидо в этой карте, поэтому давайте так скажу. Какая сфера вашей личной жизни? Это прежде всего здоровье и сила. Ну, а во вторую очередь творчество. Также может быть самопознание и познание и своей силы, и своих демонов. Ну, а также и самопроработка своих демонов на сегодня для вас тоже немаловажна. Преодолев их, возможно, вы, ну, как минимум, высвободите для своей личной жизни как новую силу и новые возможности откроете. Ну, где-то на бизнес тоже можно обратить внимание. Окей. Хорошо. Давайте спросим, а что Вселенная, что Вселенная пытается вам сказать через вот эти обстоятельства, в которых вы оказались? Чему учит вас Вселенная в связи с этими обстоятельствами, в которых вы находитесь, да? Ну вот, чему учит вас Вселенная? Что вам Вселенная хочет показать? Окей? Или объяснить, или научить из-за того, что происходит. Ну, в связи с тем, что происходит. Чему учит вас Вселенная прямо сейчас? А реально учит. Ну, во-первых, знаете как, история учит нас тому, чему она нас ничему не учит. Вот так, да. Ну, давайте так скажем. Вам действительно нужно учитывать опыт. Вам нужно учитывать историю, как вообще историю, которая находит свое отражение в вашем мире. Ваша ситуация, она похожая на ситуацию других. И эта карта, она о Иерофанте. Иерофант — это не только знание и история, это еще и связь с высшим миром и умение слышать того, кто говорит именем высших сил. Поэтому вы где-то не слышали знаки судьбы, не видели знаки судьбы, не обращали на них внимания, не слушали подсказки Вселенной, не различали знаков судьбы. Поэтому, ну вот, вам Вселенная пытается показать, что высшие силы, они есть. И об этом может кричать история, подобная вашей, и история вообще вокруг вас.
Вот поэтому я и сказал, история учит нас тому, что она нас ничему не учит. Хотя она действительно учит, и что история действительно идет по циклу. Ну и еще ситуация говорит вам, что вам нужно продолжать свое обучение и продолжать учиться. Смотрите, у вас учеба и учитель. Учеба сверху, а учитель снизу, да, появляется. Поэтому прислушивайтесь к тому, кто умнее вас, к каким-то более авторитетным людям. Ищите образцы для подражания, и может быть даже не для того, чтобы подражать, а может быть где-то открывать свою тень и прорабатывать свое мастерство благодаря сначала где-то подражанию кому-то, а потом где-то может быть и открыванию своей тени и позволению этой тени выходу на свет или в свет. А вот как раз вот мы только что поговорили про открытие теней, а давайте спросим, а какие скрытые таланты или ресурсы у вас есть, которые вы не используете? Как раз вот связаны эти две карты, мы и проверим. Какие скрытые таланты, ресурсы у вас есть, которые вы не используете? Ну, у вас есть как минимум аналитический ум, вы можете хорошо анализировать, наблюдать, отслеживать, докапываться. Ну, по идее, у вас неплохо интеллект, да, то есть водолей. Это ум, да, высокий ум, острый ум. Может быть, чувство юмора. Но это вообще жесткое чувство юмора. Вы, по идее, должны быть черноюморником, да, таким чернушником. Кстати, вот вам черный юмор и анекдот, да. Разбился самолет, и там выжили многие члены экипажа, в том числе и стюардесса, да. И через неделю штурман сказал: хватит разврата, и застрелил стюардессу. А еще через неделю штурман сказал: хватит разврата, и закопал стюардессу. А потом еще через неделю штурман сказал: хватит разврата, и откопал стюардессу. Ну, вы поняли. В общем, юмор черный может быть вам и как бы является вашим, ну, талантом, может быть, да, ресурсом. Но также вы достаточно сильны, вы достаточно агрессивны. Это делает вас и сильным, и отважным где-то. Но это не глупость. Вот это не глупость. Это ум все равно. Это умение отстаивать свои интересы, докапываться до истины, изучать, наблюдать, исследовать, открывать и бороться за свои интересы. Ну, карта достаточно жесткая. Она как бы где-то, ну, если о талантах, да, то это талант понимать, в чем ваша сила, и анализировать. Да, как-то так. Хорошо, хорошо. Опа. Спрячем. Десятку жезлов не будем пока ее к вам притягивать. Давайте спросим, в связи с вашими вот этими талантами, да, ну и, кстати, возможно, вы можете противостоять, кстати, смотрите, у вас мечи под мечи падают, возможно, вы можете благодаря своему уму противостоять какой-то силе, которая гораздо сильнее у вас. То есть вы умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет или сделает так, чтобы этот подъем был на самолете. Ну, понимаете, да, или как-то там очень хитро. То есть вы можете благодаря своей гибкости ума противостоять какой-то большей опасности, предвидеть ее даже. Вот в этом ваш талант, то есть это предусмотрительность какая-то. Может быть, даже и читать знаки какие-то вы можете. Знаки судьбы. Вы же не просто так здесь находитесь, правда? Окей. Как вы можете, вот давайте спросим, а как вы можете использовать свою интуицию для принятия важных решений? Вот, видите, как рождается. Как вы можете использовать свою интуицию для принятия важных решений? Или в каком направлении, да, вы можете использовать свою интуицию? Тут все об агрессии.
Ваша интуиция вас всегда спасает и бережет от опасности. То есть, по сути, вы человек отважный, но не бесстрашный. И это делает вас человеком, который, ну, условно говоря, в горящую избу входить не будет. Зачем? А зачем туда входить? А потому что пожарники есть. Вот пусть пожарник приходит и входит в горящую избу. Это про вас. Поэтому смотрите, как ваша интуиция используется на практике. Ну, вы не попадаете, ну, вы до сих пор еще живы. То есть ваша интуиция — это ваш предохранитель и привратник, да, или страж перед лицом опасности. То есть, когда опасно, вы не попадаете под вот этих гигантских комаров, намазываете специальной мазью, и вас не кусают всякие комары и разносчики всякой инфекции. Да? Ну, если, условно говоря, есть возможность чего-то избежать, то интуиция говорит, лучше туда не надо. Поэтому ваш внутренний голос, который говорит, сними новые джинсы или намажься мазью от комаров, он вам всегда помогает. Поэтому вот этот третий, который вам пытается помочь, голос внутри вас, он за вас. Но если он вам мешает, помните о том, что мы вместе можем с ним поговорить. Вы это знаете. Как-то так. Хорошо. Такой добрый какой-то расклад сегодня, да, теплый какой-то. Ну, у нас это еще послевкусие рождественских гаданий, да. А давайте спросим, какие знаки судьбы? Нет, давайте спросим, нет, не про знаки судьбы. Почему-то мне идет сейчас вот сюда. Какой урок вам нужно усвоить из испытаний из последних? Да? Вот какой урок вы должны усвоить из недавних испытаний? Вот оно испытание, и тут урок, да, получается. Как будто бы урок на фортепиано, а здесь испытание было. Какой урок вы должны усвоить из недавних испытаний? Ну, во-первых, всегда нужно водолей и водолей, да, рядышком. Всегда нужно четко придерживаться какой-то одной единственной избранной линии. То есть не пытаться сидеть на двух стульях. Это близнец, а это водолей. Водолей, он на конкретный стул указывает, а близнец на два стула. Поэтому какой урок вы должны усвоить из недавних испытаний? Действовать нужно однозначно в одном направлении, то есть на два стула не садитесь, выбирайте какой-то конкретный стул. И нужно выбирать стул покрасивее. То есть это о однозначной красоте выбора. Ну и урок о том, что красота и красота ума, и внешняя красота — это признак совершенных форм. Поэтому стремитесь к красоте, и ваши уроки будут не такие болезненные. Окей? Ну, такой какой-то интересный месседж у меня пришел, да, из посыла высших сил. С послания высших сил. Ну, а вот белое здесь — это про судьбу, про какие-то знаки судьбы. Давайте посмотрим, какие знаки судьбы вам следует искать в ближайшие недели, да, или дни, месяцы, ну, в ближайшее время, да, в ближайшем будущем. Какие знаки судьбы вам нужно искать в ближайшем будущем, в ближайшие дни, недели. Ну, то есть на какие знаки, что вам будет попадаться, да. Вам попадется высокий человек. Ну, здесь больше высокая женщина. Знаком судьбы для вас может являться проволока и клетка, и вам будет при этом страшно. И главным знаком судьбы это будет высокий человек в клетке, в проволоке, или обстоятельства, которые будут вас очень сильно пугать, и вам нужно будет действительно спасаться бегством, чтобы не угодить
в обстоятельствах, где вы в какой-то клетке, в проволоке, и рядом с вами находится высокий человек, ну, высокая женщина или высокий мужчина. Поэтому запомните, в ближайшее время знаками судьбы будет высокий человек или высокая женщина, заметный человек или заметная женщина, а вот дополнительными знаками судьбы это ограждение или ограничение вам угрозы, которых стоит избежать, и вы почувствуете это чем? Естественно, своей интуицией, которая не пустит вас в клетку или в ловушку. Поэтому знаком судьбы будет высокий человек, проволока и заборы, которые будут говорить о ловушке, в которую лучше не попадать. Почему так? Не знаю. Вот и напишите, о чем это вы. Напишите: Алехандро, дякую вам за то, что я знаю, о чем вы говорите в этой карте. О какой ловушке вы говорите. Да? Ну, если вы не подозреваете, просто помните о высоком человеке, заборах, проволоке и необходимости, а возможности угодить в какую-то опасность. Прямо сейчас пришло время подписаться на канал, поставить лайк, и при подписке не забывайте нажимать колокольчик, а мы же движемся с вами дальше, друзья. Давайте еще посмотрим, да? У нас сегодня будет такое глубокое погружение. Как вам стоит готовиться к настоящим переменам? Вот если вы чувствуете, что что-то меняется, что-то грядет, да, в вашу жизнь, как вам готовиться к предстоящим переменам? Знаете, здесь 7 монет, а 7 монет это сомнение, всегда колебания. Знаете, этот барбос, он работает официантом. Этот пес, да? В каком-то турецком ресторане, да? И смотрите, вот этот кот, он сомневается в том, что этот пес донесет эту лапку до клиента. А пес не сомневается. Соответственно, у вас вот вопрос, как вам приготовиться к предстоящим переменам. Закаляйте силу духа своего. Как вы это будете делать? Обливаясь холодной водой, занимаясь спортом или отказываясь от каких-то вредных привычек. То есть где-то аскетизм, стоицизм и тренировка каких-то собственных качеств вам поможет подготовиться к предстоящим переменам. То есть воспитывайте в себе силу духа. Вы должны отработать нельзя, не хочу, опасно, вредно. То есть где-то отказ от чего-то, то есть того, что вас очень сильно манит. Ну и где-то может преодолеть страхи начальства или того человека, который вас контролирует, а может быть отработать внутреннего контролера своего, потому что кот это внутренний контролер, а собака контролер внешний, друзья мои. Окей, интересный сегодня какой-то расклад. Напишите, что вы сейчас чувствуете. В каком лабиринте, в каком таком лабиринте подсознания мы сейчас находимся с вами? Что вы чувствуете прямо сейчас? Давайте спросим. Вот он пошел и понес, этот пес Барбос. А какие испытания или какие неожиданности, давайте так скажем, какие неожиданности могут вскоре появиться на пути у вас, да, у этого Барбоса? Какие неожиданности? Неожиданность, вот так неожиданность. А ну-ка, оп, какие неожиданности? Ого, вот то, что я вам говорил. Вам и нужно силу воли развивать, потому что дьявол может схватить за вас и сказать: ты же мне обещала, или ты же обещал мне, дорогой мой, да? То есть смотрите, неожиданно будет, действительно неожиданности будет, и дьявол будет вас пытаться сбить с вашего курса, отвлечь вас или говорить: съешь эту ногу, она твоя, ты ее заслужил. А вам нельзя эту ногу есть. Вам надо
свою кость грызть, которую вы заслужите в конце смены. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому смотрите, самая главная неожиданность – это искушение дьявола. И видите, здесь дьявол стоит с вертелом и курицами, да? А здесь он уже хватает какую-то ни в чем невинную киску, которая давала ему какие-то обещания, да? Поэтому искушение дьяволом ждет вас, и я вам так скажу. Вам придется, возможно, и потерять что-то материальное, и, возможно, какие-то и потери будут, и будьте внимательны. Действительно, вот эти карты вертикальные, которые мы с вами рассматривали, перемотаете потом, о чем они говорят, я уже не буду вам повторяться, да, чтобы не сбиваться. Говорят о том, что вам нужно уметь защищаться и быть готовым потерять, может быть, с умным потерять, чтобы с дураком не находить, понимаете. Поэтому неожиданности – это обязательства или требования дьявола, которые, может быть, вы этому дьяволу и не давали, но он будет говорить: отдай мне то, что мне принадлежит, или то, что ты обещал или обещала. Интересно. Окей. Давайте теперь спросим такой вопрос. Каким образом ваши прошлые отношения, ну вот, какие-то же отношения были по дьяволу. Дьявол — это неразвязанные отношения. Формирует ваше текущее, ну вот настоящее, да, на сегодняшнее восприятие любви. Как ваши прошлые отношения формирует ваше текущее восприятие любви? А ну-ка, давайте посмотрим. Прошлое отношение и текущее восприятие любви. Бубум. Аркан висящий, 12-й аркан. Вы зависите до сих пор в настоящем восприятии любви от прошлых отношений. И вот он, и дьявол, и 12-й висящий. Поэтому давайте так скажем. Ваши прошлые отношения напрямую связаны, причем нездорово от слова здоровье, ну или болезненно связаны с текущим восприятием в любви. Поэтому вы все еще страдаете по прошлому, и ваша скрипка все еще играет там крейцеровые или какие там сонаты, да, или Бетховена сонаты, или какие, или Моцарта, да, там, или сонаты Вивальди, или там эти композиции Вивальди по прошлому, да. Окей. Давайте спросим вообще такой вопрос. Вот он почему-то не касается, нет у него связей. Что вам Вселенная готовит в сфере карьеры и финансов? Ну, давайте так. Что вам Вселенная готовит в сфере денег, финансов? А здесь пустота. Все будет зависеть от вас и от близких друзей ваших. Я бы вам рекомендовал, тут близкие друзья ваши в образе мыши и крысы. Давайте так скажем, если вы не хотите потерять в области сферы карьеры и денег, решайте эти вопросы чисто самостоятельно и не посвящайте своих друзей и близких. Вот идет вот такой вот поток. Окей? Окей, я думаю, что вы услышали. Но это может быть какая-то перезагрузка с учетом прошлых ошибок. Поэтому возможно ли все сначала? Да, не исключено. Не исключено. А давайте спросим такой вопрос. А какова ваша истинная цель? Истинная цель в жизни? Какова ваша истинная цель в жизни? И как вы к ней можете, вот, например, начать двигаться? За счет чего? Да? Да, действительно, она у вас нерешенная. Пока что на сегодняшний день
она будет у вас такая, знаете, как локальная. Она не стратегическая пока что. У вас есть тактическая цель в жизни простить вашему врагу что-то и решиться принимать решения, трезво взвешивая свои возможности, принимать решения и реализовывать эти решения. Пока что так. Больше я вам ничего не советую здесь. Ну и не бояться ставить тактические задачи простого характера, ну или простые тактические задачи, да, чтобы их преодолевать. То есть от простого к сложному. То есть ваша истинная цель – научиться ставить себе легкие задачи и преодолевать их, воспитывая в себе силу воли. Но учитывая то, что у вас вот в этой прямой очень много сомнений, дьявол, висящий, дурак и двойка мечей, это говорит о том, что есть некая зависимость от чего-то. Например, от собственных сомнений или от дьявола. Да, это могут быть темные силы. Повешенный это может быть кармический узел. Дурак это где-то своя самооценка, где-то нехватка духа, да, где-то может быть глупости какие-то, да, банально. Мы все можем делать глупости и повторять ошибки, повторяющиеся ошибки. А вот это нерешенная ситуация. Поэтому ваша истинная цель или задача на здесь и сейчас – простить, отпустить, смириться, принять, начать ставить задачи и тактические задачи и достигать их путем преодоления несложных задач. То есть от простого идем к сложному. Окей? Окей. То есть кто вы сейчас, на здесь и сейчас, вам не надо над этим ломать голову. Вам нужно просто ломать голову, можете ли вы сейчас преодолевать этот вопрос и идти к этому вопросу. Продолжать идти, не отказываться от него идти. Понимаете? То есть вам сейчас ответ не будет дан. Он будет дан потом, если вы не прекратите свой путь к нему, к ответу, к поиску истины своей. Окей? Хорошо. Давайте спросим. Учитывая то, что у вас тут есть дьявол, который вас держит, реально, да, схватил и держит, да? Может, это вы, дьявол, кого-то держите. И есть вот этот вот висящий олень, да, музыкант, да. Давайте спросим, что вам нужно отпустить, чтобы открыть двери к новым горизонтам, к новым возможностям, к новой реальности. Вот новая реальность. А вот вы все равно не можете что-то отпустить по этой карте. Двойка мечей – это я не понимаю, я не знаю, я не могу, я недостоин и так далее. Я не постоянно, да, эта карта не мешает вам, да, закрывает дороги, но тактические задачи, они будут приоткрывать эту дверь постепенно. То есть, что вам нужно отпустить, чтобы открыть двери новым возможностям? Загадывайте желание. Бьет как раз 9 часов. 21 час. Что вам нужно отпустить? Что вас держит вообще? Ого, вам реально нужно отпустить дофига всего. Здесь начнем с гордыни. Здесь страшный суд. А страшный суд это вообще что отпустить? Очиститься, да, то, что помните, я говорил, очиститься и так далее, да. То есть, если вы уже начали делать чистки, то продолжайте, да, все правильно, вы в правильном направлении. Но все-таки вам нужно поменять ориентир жизненный с материализма на какое-то духовное направление. То есть, да, мир материален, но быть материалистом в этом мире вам не подходит по этой комбинации в этом раскладе. Может быть, в следующем каком-то, да. Если вам постоянно как бы идет намек, отцепись от этого материального за то, что ты пытаешься зацепиться, значит, это знаки судьбы. Поэтому ответ, что вам нужно отпустить, все материальное. Все материальное. Я не говорю, что вы это должны все потерять, но как минимум путь к вашему богатству, он лежит не через золото,
которое в слитках, а через то золото, которое в вашей душе. Вот и все. Поэтому должна произойти какая-то революция, и вы как феникс, условно говоря, должны переродиться из огня в новую какую-то реальность. Да? Может быть, вы станете не павлином, а попугаем, а может быть птицей колибри. Вот напишите, какая птица вам больше после перерождения из павлина больше нравится. Попугай, колибри, я не знаю, синичка, воробушек, ворона, голубь, и так далее. Орел может быть, да. Может быть коршун. Но коршун не всем подойдет, да. Может быть цапля, может быть аист, да. Здесь больше всего цапля самая близкая. А может быть это не птица, может быть это действительно какое-то животное и так далее. То есть, по сути, вам нужно отпустить, может быть даже это все-таки и связь с родственниками, может быть какая-то родовая программа вам действительно мешает. Потому что вот это кармический узел, ближе к родовым программам, это темное влияние бесов. А это дух вот тут, да, и все это вас останавливает, поэтому... По сути, вам нужно избавиться от сомнений в себе, от дьявола, от узлов кармических, от нехватки духа или энергии и от где-то непрощения и непринятия кого-то или чего-то. Давайте пойдем дальше, потому что мы немножко подзастряли в потоке. И я чувствую, что нам стоит продолжить, пока вы ставите на паузу. Подписывайтесь на канал. Я хочу зажечь еще одну свечу. Я Алехандро. Свечу зажигаю. Расклад продолжаю. И самый точный расклад на судьбу для зрящего вещаю. Свече гореть, в правде быть. Аминь. Хорошо. Давайте спросим, как вы можете улучшить свое духовное развитие? Тоже что духовности, да, у нас. Как вы можете улучшить свое духовное развитие и связь с высшими силами? Да, вот как вы можете эту карту для себя апгрейдить, за счет чего там? Смотрите, король монет — это, во-первых, стабильность. То есть вам нужно стабильно к этому стремиться, это раз. А во-вторых, король монет — это ресурс, это телец. То есть вам нужно направить все свои деньги, все свои силы и все свое здоровье на что? Вы уже догадались? Да? Как вы можете улучшить? На свое саморазвитие, то есть ваше духовное развитие, на свое обучение, на какие-то свои практики. Конечно, можно направить не все 100%, можно направить для начала 10%. И когда вы направите 10% и получите первый результат, то от того результата направьте половину результата опять на саморазвитие, и те 10% оставьте. И от каждого результата половину и всегда 10%, и через год вы себя не узнаете на самом деле. Да, так работает. Так можно. И смотрите, помогать вам может в этом король монет банк. Помогать вам может в этом король монет мужчина, который тоже не бедный. Можете взять себе духовного лидера, наставника, не бедного человека или богатого человека. Можете миллионера поискать себе, который вас, может быть, будет учить. Можете книги почитать от миллионеров, как они стали богатыми. Это не обязательно Кийосаки там или Бодо Шефер и так далее, да, то есть это не обязательно там Илон Маск там, и все остальные, да, вот эти миллионеры, которые стали богатыми людьми. Но, опять-таки, это и они в том числе. И они в том числе, да. То есть это не обязательно миллионер, да, но и они в том числе услышали. Окей. Хорошо. А вот давайте спросим, какие люди или ситуации в вашей жизни тормозят ваш прогресс? Или тормозят вас, какие люди вас останавливают? Или кто это, да, или на кого они похожи?
Какие люди или ситуации вас останавливают? Ой, люди с тяжелой судьбой. То есть, вот те люди, которые говорят, не жили богато и не будем, или те люди, которые говорят, смотри, всем вокруг тяжело, и тебе должно быть тяжело. Или смотри, у меня хреново, и тебе должно быть хреново. То есть, какие люди? Люди с тяжелой кармой, с тяжелой судьбой вас реально тормозят. И еще хуже, когда вы делаете на них акцент, смотрите, подражаете им. Ленивые люди для вас тоже это плохо. Ну и люди, которые реально трудоголики, которые не умеют отдыхать вообще, это тоже плохо для вас. Поэтому, ну какие обстоятельства для вас тормозят? Вы берете на себя слишком много, сбрасываете с себя все, что вас перегружает. Не ленитесь, но и отдыхайте. И не обращайте внимания на людей, которые постоянно ноют, страдают или пашут как кони, например. Да, или как пони. Неважно. Поэтому давайте так скажем. Мрачные комнаты рождают мрачные действия. Да? Так и здесь мрачное окружение рождает мрачное бытие. Поэтому, может быть, поменяйте свое окружение, и потихоньку ваша карма и ваши демоны будут отступать от вас. Окей? Окей. Хорошо. А как вы можете привлечь побольше счастья и гармонии в свою жизнь? Что станет той живительной наживкой, которая заставит попадаться на крючок именно счастью и гармонии? Если вам, конечно, охота. Как вы можете привлечь больше счастья и гармонии? О, здесь тройка жезлов. Побольше счастья и гармонии вам привлечет понимание, что перспектива всегда есть, неважно в каком вы состоянии, улитки или носорога. Вы можете быть и улиткой, и чего-то не понимать, и быть слабее кого-то, и обладать меньшим ресурсом. Любознательность вам может привлечь, то есть это либидо, это энергия либидо. И это нужно начать интересоваться. А чтобы интересоваться, нужно разогревать себя энергией свечи, энергией огня. То есть внутри вас должна произойти магия огня, которая возбудит или разбудит в вас энергию либидо. И видеть позитив, научиться видеть позитив в любой ситуации. В любой ситуации есть позитивная составляющая компонента. Поэтому вот этот вот висящий олень, он учится играть на скрипке в подвешенном состоянии. Для него это позитив. А вы найдите мне как минимум 3 позитивных момента в этой карте. И если вы их найдете, то вы действительно уже начинаете привлекать еще больше счастья и гармонии в свою жизнь. Услышали? То есть найдите больше 3 позитивных аспектов в этой ситуации для оленя. Какой плюс оленю в этой позиции? А ведь он оказался в очень дурной позиции. И одну позицию я уже назвал. Он учится играть вверх ногами. Ну и так далее. А вы напишите в комментариях. Это для вас будет такой легкий тренинг и практикум по поиску. По проработке тройки жезлов, да, через аркан 12. А давайте спросим, какие решения сейчас, прямо сейчас по вот этой карте, какие решения прямо сейчас помогут вам в перспективе? Вот что вы можете решить сейчас, что в будущем, в дальнем, вот на стратегию повлияет вашу? Вот какое решение сейчас повлияет на вашу стратегию в будущем?
Помните, что никогда не поздно. Никогда не поздно родиться, никогда не поздно начать чувствовать что-то новое, никогда не поздно радоваться жизни и где-то рисковать. Ну, давайте так, рисковать я вас не призываю прямо в омут с головой, но когда этот риск уже просчитан и оправдан, когда вы научились делать тактические шаги. Поэтому какое решение? Решите родиться заново, с чистого листа и начать свою жизнь просто как наивный ребенок. Или начать жизнь чисто, как поцелуй ребенка. Не бойтесь избавляться от всего, что вам не нужно. Не бойтесь избавляться от всего нечистого, от порочного. И тогда вы обязательно расправите крылья и избавитесь от своей инфантильности. Помните, что в жизни всегда есть место чувствам и любви, прежде всего к себе. И это именно это чувство любви к себе возродит, переродит и породит в вас новые какие-то проявления вашей новой реальности. Поэтому давайте так упростим. Ваше решение прямо сейчас: начните себя любить. Только себя, какой-то промежуток времени. И потом придет время, чтобы любить окружающих. Да. Окей, хорошо. Давайте спросим, а как вы можете справиться с текущими сомнениями в себе? Да? Здесь есть же сомнения, вот за счет чего вы можете справиться, да? Каким образом, как подсказка. Ну, чтобы обрести уверенность, например, в себе, да? Знаете, этот кузнечик, он же не сразу научился балансировать на этой паутинке, да? Не сразу. И он иногда у него и не получалось. Но он каждый раз за разом залазил и демонстрировал свои способности. Поэтому, чтобы справиться с текущими сомнениями и обрести уверенность в себе, вам нужно не бояться. Чего, вы же понимаете, да? Не бояться рисковать, не бояться показывать себя, не бояться выступать, не бояться показывать ваши ошибки, ваши фейлы какие-то, да, или факапы. Вот, поэтому давайте так скажем, чтобы обрести уверенность в себе, начинайте работать на публику. Начинайте играть свою игру и показывать свое шоу, свое представление. Притягивать к себе внимание, у вас все получится. Окей. Ну, то есть, чтобы преодолеть страх публичных выступлений, нужно начать публичные выступления. Окей. Ну так, как бы так. Давайте теперь спросим, а что в будущем принесет вам радость и удовлетворение? К чему стремиться, да? Что в будущем принесет вам вот радость жизни? Или может, что в будущем может стать ориентиром для вас? Или кто, или что? Ну, во-первых, это мужчина, который может быть сомелье, может быть дегустатором изысканных напитков, может быть вина, может быть чего-то погорячее, да? Но смотрите, что в будущем принесет вам радость и удовлетворение? Это наслаждение и действительно эмоциональная стабильность. Эмоциональная стабильность. Не проваливаться в эмоцию. Видите, он один пытается провалиться в эмоцию, прыгает в этот ледник и застревает в нем, да? А этот балансирует на воде. То есть, что вам поможет в будущем ощущать радость, да, принесет вам эту радость? Это уметь контролировать свои эмоции. Но и это ощущение любви мужчины, любовь мужчины и быть любящим мужчиной, если вы мужчина смотрите, да, то есть это контроль эмоций и просто жизнь в кайф. Поэтому радость и удовлетворение — это стремление жить в кайф.
этим моментом, что ты сидишь сейчас на этом стуле, на этой льдине, и ты не утонул в этот момент, но ты же еще жив. Просто наслаждаться жизнью каждый момент своей жизни, и все, этого будет достаточно. Поверьте, так можно. Хорошо. С радостью и удовлетворением понятно нам, да, все. Давайте теперь посмотрим с вами, да, такой вопрос. Такой вопрос. Немножко громкость. Как вам вот сохранить баланс, да, может нужно как-то балансировать, да, как вам сохранить баланс между личными и профессиональными какими-то, да, возможностями или обязанностями, да, потому что иногда, ну вот, жизнь в кайф это хорошо, но нужно жить не только для себя, а еще для чего-то окружающего, да, то есть или для близких людей. Вот как вам этот баланс сохранить или за счет чего? Ну, здесь связь. Здесь связь, но она связь на дистанции. Знаете, вам не надо к этому пока стремиться. То есть вам не нужно стремиться угодить всем. Чтобы вот сохранить баланс между личными и там, профессиональными или семейными обязанностями, вам нужно делать все из состояния, чтобы вам это приносило радость и удовольствие. Чтобы все, что вы не делали, от этого вам хотелось плясать, танцевать, да, и просто кайфовать. Если вы делаете то, что вам не нравится, и пытаетесь еще и балансировать в этом, то вы делаете что-то не то. Поэтому, чтобы сохранить этот баланс, вам нужно стараться делать все для того, чтобы, что бы вы ни делали, от этого вы кайфовали. То есть вам нужно учиться быть кем? Кайфажором или кайфажоршей, да? Или кайфажорой. Как-то так. Ну окей. Хорошо. Давайте спросим, что вам нужно знать о своей судьбе. Что вам нужно знать о своей судьбе? Ну, чтобы себя чувствовать еще увереннее, например. Слышите, да, вот какой вопрос, да, он такой глубокий. Чтобы еще более уверенно смотреть завтрашний день, да, а вдруг вы уже в судьбе разочаровались. Или говорите, что от меня ничего не зависит. От вас много чего зависит. Не все, но много чего. Вы всегда делаете выбор. От вашего выбора зависит ваша судьба. Вы выбираете. Еще раз вопрос. Что вам еще нужно знать о своей судьбе, чтобы быть, ну, более легким, более уверенным, более сбалансированным? Знаете, Луна, она это вообще дурная карта сама по себе, да? И тут дурная вообще какая-то сова. Чтобы быть еще более уверенным в себе, не бойтесь быть дураком, не бойтесь быть дураком. И не бойтесь проявления своих темных сторон. Очень часто в темной вашей стороне, на скрытой стороне Луны, есть тень и есть ваш ресурс несметных богатств. Поэтому я вам так скажу. Чтобы чувствовать себя уверенно, не бойтесь быть каким-то плохим, не таким, как все, казаться дурным и страшным. Не бойтесь себя и не бойтесь своих страшных сторон. Очень часто там именно то, что вы ищете. Но с этим нужно единственно, ну как предупреждение, работать предельно осознанно и аккуратно. Тогда вы не провалитесь в темное ничто. Хорошо. А давайте спросим, а какие действия или что вас приведет к вашей мечте? Что вас приведет к вашей мечте?
что вас приведет к вашей мечте. Или кто? Король жезлов. К вашей мечте вас приведет власть. Мужчина. Мужчина успешный. Власть успешных. Образец для подражания. Где-то, может быть, это кумир. Может быть. Но помните, Иисус Христос, по-моему, говорил, да? Не, ну или заповедь, да, там какая-то есть, не сотвори себе кумира. Или помните, не делайте из еды культа, да, как говорил тоже кумир, один из кумиров, да, для многих людей. Так вот, не только этот сильный человек, но и умение приспосабливаться, адаптироваться, где-то мимикрировать. Потому что здесь этот тритон вроде бы как ящерица, но он мне почему-то хамелеона напоминает. Поэтому умение быть заметным и сильным, и незаметным и слабым поможет вам достичь своей мечты. Не бойтесь прогибаться. Не бойтесь прогибаться под силу, если сила грозит вас сломать. Но помните о том, что вы всегда можете прогнуться назад. Да? Но и не бойтесь пользоваться своей силой. Не бойтесь сталкиваться с силой, сильными и подобными вашей тени личностям. И где-то, возможно, быть мягче, гибче и хитрее, чем обстоятельства. Тут такой почему-то месседж идет. И тогда ваша мечта обязательно осуществится. Но власть над своим светом и своей тенью вам придется... Властью вам придется научиться управлять над своим светом и над своей тенью. Это власть над светом и тенью. Давайте спросим, как вам сохранить мотивацию на пути к своим целям? Мотивация, да? Что может быть мотивацией для вас? Выпадает колесо фортуны. Помните о том, что колесо фортуны — это карта очень классная, но она говорит о том, что есть всегда полоса белая и полоса черная. И вопрос только в том, можете ли вы разглядеть в черной полосе белую полосу. И готовы ли вы, находясь в белой полосе, к черной полосе. То есть, по сути, вам сейчас нужно понять, что нету ничего стабильного, это раз. Нету ни одного дела. То есть, все подвержено энтропии. Энтропия поглощает все. То есть, все проходит. И это тоже пройдет. Помните надпись на кольце царя Соломона? Это тоже пройдет. Все пройдет, и это тоже все покроет тьма веков. Это тоже пройдет. Так вот, чтобы вам сохранять мотивацию на успех, просто помните, что в ваших генах есть колесо фортуны. Оно есть у каждого. Но не все этим пользуются, и не все об этом помнят. И вообще, если вы давно не были на приеме у гадалки или у таролога, то там вы тоже можете найти для себя много мотивационных моментов, если начнете задавать вопросы именно о мотивации, а не о том, что сбивает вас с курса, истинного курса к самому себе. Колесо фортуны, да, выпало на мотивацию у вас. Да у вас мотивации не хватает. Хорошо. А какие неожиданные подарки готовит вам судьба? Видите, как выпало интересно. Какой неожиданный подарок готовит вам судьба для вас? Рождение ребенка. Знакомство с внутренним ребенком.
Может быть рождение внуков и открытие внутреннего дара и таланта. Это произойдет в течение месяца или года, текущий год. Повышение в заработной плате и увеличение и открытие финансового канала. Это тоже в течение года, месяца может произойти. От месяца до года. Вот представьте себе, что я вам сказал здесь столько хорошего, ну, кое-что и плохое сказал, и вы все равно не верите в том, что у вас произойдет это все. И такие люди есть. И вы напишите комментарий, а я тебе все равно не верю. Ну, не верите вы не мне. Меня здесь нет. Не верите вы себе. Как вам оставаться на истинном пути, даже если вам кажется, что это все не про вас, что все против вас и что, ну, все против вас, да? Как вам оставаться на правильном пути? Как вам не сбиться, не отречься, да, или не перестать, не потерять веру в себя, да, не потерять истинную веру, ну, во что вы верите? Знаете, эта карта, она про перемогу, да, и чтобы не потерять веру в себя и не сбиться с истинного пути, даже когда все кажется, что все против вас. Помните о том, что вы лучший, что ви достойны победы, ну лучше перемоги, бо победа это всегда беда, по беде идти, а лучше по превзойденному идти, по перемозе идти, да? Что вы лучший, и лучше вас никого и ничего нет, и вы достойны успеха и внимания. И прямо сейчас эта карта говорит, что вы уже на правильном пути. Главное просто делать каждый день шаг за шагом и помнить, что дорогу осилит идущий. И нету того человека, который бы мог вас осудить на этом пути за ваши успехи или за ваши ошибки. Ибо никто не может судить вас, пока не оденет ваши сандалии и не пройдет ваш жизненный путь, ваш жизненный опыт. Поэтому просто помните, что вы лучший и что вы обязательно дойдете до своей цели, потому что кроме вас до нее никто не дойдет. Истинно ваша цель ждет истинно вас, вашего успеха, вашей перемоги и вашего триумфа. И этот триумф может начаться прямо сейчас и происходить каждую секунду вашего бытия. Просто нужно научиться этому. И этот процесс уже начат. Даже часы тому подтверждением являются, и я хочу пожелать вам, чтобы ваш путь к успеху и вашей победе, к вашей мечте и к вашей цели не останавливался, и какое бы окружение вас не окружало, и что бы вам ни говорили, слушайте только внутренний голос, свою интуицию и ищите тот баланс внутри себя, баланс между душой и разумом, который, как шелест утренних звезд, всегда выведет вас к вашей цели, даже когда вы сбились с истинного пути или потеряли веру в себя. Друзья, судьба всегда полна тайн и сюрпризов, и этот расклад помогает вам заглянуть за занавес неизвестного и найти ответы, которые помогут вам, лично вам, двигаться вперед. Даже один совет может и перевернуть всю вашу жизнь наизнанку. Даже одно слово может исцелить душу. Если вы чувствуете, что судьба шлет вам знаки судьбы, и вы хотите разобраться в своих вопросах глубже, подписывайтесь на канал, оставайтесь
На связи с тарологом Алехандро, и впереди у нас с вами еще так много інтересного. Все буде добре. Лишайтесь на зв'язку і підтримуйте своє світло всередині себе, і тоді навколо вас обов'язково відступить темрява і буде ще більше красоти та світла. До зустрічі. Па-па.